Доктор Стивен Типальдос и физиотерапевт Мадж Кастен познакомились случайно через общую знакомую в ноябре 1996 года. Узнав, что у нее давно болит спина, он пригласил ее к себе на лечение. После нескольких терапевтических сессий доктор предположил, что для полного разрешения ее проблем ей нужно более агрессивное вытяжение, чем то, которое можно достичь мануальными техниками, и порекомендовал ей практиковать инверсию. По ее собственным воспоминаниям, озвученным Торстену Фишеру в интервью 2020 года, Мадж посетила несколько физиотерапевтов в округе, у которых был инверсионный стол, но никто из них не знал, что с ним делать. В итоге она купила свой, активно занималась на нем и на фитболе, пока однажды во время такого занятия не раздалось несколько громких щелчков в ее спине, и она, наконец, не смогла выпрямиться без боли. По возвращении из Австрии, где доктор Типальдос в январе 1997 года провел свой первый заграничный семинар, он дал Мадж Кастен прочитать экземпляр учебно-методического пособия, подготовленного им к этому мероприятию. Когда она прочла его, то обратила внимание на множество опечаток и предложила доктору Типальдосу свою помощь в их исправлении. Так из пациентки она стала для него помощником и другом. В том же интервью Мадж говорит, что еще до истории с книгой она, как и некоторые другие, ходила к доктору Типальдосу в офис и наблюдала за его работой. Но став редактором его рукописи, со временем она взяла на себя обязанности его полифункционального ассистента. Она записывала озвучиваемые им идеи, вела фото- и видеосъемку, вела его веб-сайт и занималась решением самого широкого спектра организационных вопросов. В интервью она рассказывает Торстену, как предложила доктору Типальдосу идею подтипов фолдинг-дисторсии. Таким образом, получается, что Мадж Кастен оказала влияние не только на практические аспекты FDM, разработав инверсионные техники коррекции фолдинг-дисторсии, но и внесла свой вклад в концепцию этой дисторсии. Мадж Кастен упоминается доктором Типальдосом в каждом издании его учебно-методического пособия в разделе «Благодарности». Она также упоминается на веб-сайте доктора Типальдоса с 2003 года в разделе «People» среди докторов, которых доктор Типальдос называет президентами региональных FDM-ассоциаций. Мадж Кастен из Бангора, штат Мэн, является директором по оперативной деятельности Orthopedic Global Health Publications, англоязычного издательства, выпускающего книгу доктора Типальдоса «Модель фасциальных дисторсий. Клиническое и теоретическое применение модели фасциальных дисторсий в практике медицины и хирургии». Помимо должности директора, она также является главным редактором, управляет продажами книг, разрабатывает и поддерживает веб-сайт, помогает в подготовке и координации семинаров. Мадж Кастен, практикующий физиотерапевт, разрабатывает и совершенствует FDM-протоколы для физиотерапевтов. Эти методы инверсионной терапии дополняют лечение по модели фасциальных дисторсий, проводимое врачом, и успешно применяется для лечения сложных фолдинг-дисторсий спины, шеи, бедра. А этот документ демонстрирует, что Мадж Кастен поддерживал доктора Типальдоса не только в его работе над моделью фасциальных дисторсий. Как уже было озвучено, кроме административной работы, Мадж Кастен участвовала и в лечебной. Доктор Типальдос направлял к ней пациентов на инверсионную терапию. В интервью Торстену Фишеру 2020 года она говорит, что согласно ее статистике, за годы их знакомства доктор Типальдос направил к ней более 600 человек. Данные, опубликованные Кески Танака и ФДМО в письме Truth в 2024 году, подтверждают, что все инверсионные техники были разработаны именно Мадж Кастен, а сам доктор Типальдос их никогда не практиковал. Примечательно, что сам доктор Типальдос не использовал FDM-методы физиотерапии, и мы никогда не были свидетелями того, что он это делал. Следовательно, хотя лечение по модели фасциальных дисторсий и физиотерапия с позиции модели фасциальных дисторсий связаны между собой, они являются разными практиками. Важно отметить, что эти процедуры производились в разных местах и в разное время, поскольку клиника доктора Типальдоса была ограничена в пространстве и не позволяла работать физиотерапевту. Это реальность, которую мы наблюдали. На этом фото, сделанном на семинаре на Аляске в 2005 году, мы видим Мадж Кастен и инверсионный стул. Очевидно, на этом семинаре она проводила мастер-класс по инверсии. После смерти доктора Типальдоса Мадж Кастен выступила инициатором
регистрации некоммерческой организации Американская FDM-ассоциация и заняла в ней пост исполнительного директора. Вот характеристика Матч Кастон на веб-сайте, принадлежавшем доктору Типальдесу 2008 года. Матч Кастон, физиотерапевт, в течение 9 лет была помощницей доктора Типальдеса, помогала ему с книгой, семинарами, веб-сайтом, фотографиями, редактированием, печатью и многим другим. Как физиотерапевт, Матч разработал инверсионную FDM-терапию для лечения сложных фолдинг-дисторсий шеи, спины, бедра и колена. И на протяжении многих лет она работала с пациентами, которых направлял к ней доктор Типальдес. В настоящее время она продолжает практиковать мануальную терапию по Типальдесу в Бангаре. Она также является исполнительным директором Американской FDM-ассоциации и веб-мастером сайтов «Модель фасциальных дисторсий». Ее муж Джон был доверенным советником Типальдеса, а также помощником редактора его книги. Характеристика Матч Кастон на сайте Американской FDM-ассоциации, 2012 год. Матч Кастон, физиотерапевт, работает на продвижении модели фасциальных дисторсий из-за кулис с начала 1997 года, когда она спросила доктора Стивена Типальдеса, чем я могу вам помочь. Ее помощь заключалась в редактировании его книг, фото и видеосъемке его терапевтических сессий, администрировании его веб-сайта, ведении бухгалтерского учета и оказании любой возможной помощи в реализации видения доктора Типальдеса. В 2007 году она основала Американскую FDM-ассоциацию и занимает должность ее исполнительного директора. Она разработала инверсионную FDM-терапию на основании модели доктора Типальдеса и преподавала разработанные ей методы в Японии, Соединенных Штатах Америки, Австрии и Германии. Ей нравится преподавать, потому что FDM действительно изменила ее жизнь. В своей физиотерапевтической практике она практикует исключительно лечение по FDM. В 2010 году она написала 2 книги «Введение в модель фасциальных дисторсий» и «Какой путь ведет вверх, когда ты вверх ногами». Книги Матч Кастон, самиздат. По неизвестной мне причине книга Introduction to the FDM больше не продается. На архивных страницах Американской ассоциации FDM-терапевтов она описывается так. Краткий обзор модели фасциальных дисторсий, актуальный для использования в приемном покое и для ознакомления с моделью фасциальных дисторсий пациентов, врачей, а также всех тех, кому может принести пользу лечение по модели фасциальных дисторсий. К сожалению, мне пока не представилась возможность с ней ознакомиться. Во второй книге «Which way is up when you are upside down» Матч Кастон, физиотерапевт, объясняет применение инверсии с позиции модели фасциальных дисторсий. Она разработала эту методику совместно с доктором Стивеном Типальдесом, создателем модели фасциальных дисторсий. Первый семинар по инверсионной терапии Матч Кастон провела в 2011 году в Японии. В 2017 году, с первого дня образования FDM Global Organization, Матч Кастон вошла в его руководящий комитет. 18 марта 2018 года она была сертифицирована как региональный инструктор Американской FDM-ассоциации. В 2024 ей и доктору Джину Ленарду было присвоено звание «Почетный инструктор», новоучрежденный знак отличия в Американской FDM-ассоциации, которым награждаются инструктора Американской FDM-ассоциации, преподающие FDM более 10 лет. Учитывая то, что Матч Кастон стала инструктором только в 2018-м, это кажется странным, как и обход признанием доктора Перкинса, первого инструктора Американской FDM-ассоциации, сертифицированного доктором Георгом Харрером, и Кески Танака FDMO в 2008 году. Физиотерапевт Матч Кастон провела с доктором Типальдесом больше времени, чем любой из его учеников. Кроме того, так как она вела его документооборот, готовила написанные материалы к печати, вела фото и видеосъемку работы с пациентами, помогала на семинарах, она обладает уникальными воспоминаниями и огромным архивом записей. Учитывая это, многие заявления в ее адрес со стороны Кески Танака FDMO, опубликованные в письме Truth, размещенном в 2024 году на сайте Азиатской FDM-ассоциации, кажутся несправедливыми. Например, Кески Танака FDMO пишет: насколько нам известно, доктор Стивен Типальдес определил FDM-физиотерапию как дополнение к FDM, а не как ее составную часть. FDM-физиотерапевты используют такие техники, как инверсионная терапия, терапия с мячом,
техники с использованием вантуза, которые эффективны при фолдинг-дисторсии. Однако FDM-физиотерапевты не выполняют специфические для FDM процедуры, такие как триггер-бенд-техника, континуум-техника и манипуляционные техники. Доктор Типальдес прямо запретил FDM-физиотерапевтам использовать эти приемы. Примечательно, что сам доктор Типальдес не использовал техники FDM-физиотерапии. Мы никогда не видели этого. Следовательно, хотя FDM-лечение и FDM-физиотерапия связаны между собой, они являются разными практиками. Но в издании учебно-методического пособия доктора Типальдеса 1997 года имеет место вот эта фотография. В ней однозначно Матч-Кастон, и Матч-Кастон выполняет тракционно-мобилизационную технику Frog Leg и Reverse Frog Leg. Но одно из замечаний, озвученных Кески Танака FDMO, Матч-Кастон подтверждает лично. The Truth Кески Танака пишет: учитывая, что доктор Типальдес запретил физиотерапевтам использовать техники модели фасциальных дисторсий, очевидно, что он никогда не обучал физиотерапевтов этим методам. В интервью Торстену Фишеру в 2020 году Матч-Кастон подтверждает, что на момент ее знакомства с доктором Типальдесом и до ухода из жизни он считал физиотерапевтов недостаточно компетентными, чтобы понять его концепцию, и что она сама присутствовала на его семинарах только как помощник. Сегодня Матч-Кастон, физиотерапевт, занимает должность президента FDM Global Organization.